Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Геннадий М. на связи прямо сейчас. Геннадий, приветствую вас. Здравствуйте, Александр, рад вас видеть. Взаимно. Знаете, март заканчивается ровно месяц, как Трамп начал нечто в Иране. Почему нечто? Потому что, ну вот так вот, если подвести итоги месяца, да, коалиции какой-то не сложилось, ни соседние народы, ни страны не втянулись. Только заявления какие-то есть от стран залива, которые пострадали от действий Ирана финансово. Да, Ормузский пролив как заблокирован, так и заблокирован. Европа сторонится, внутри критика. Израиль на самом деле большие проблемы внутри. Местные мэры, там, руководители поселений, они ж поперли на Ливан, просто плачут в эфире израильского телевидения, бьют тревогу, говорят, 10 тысяч человек уехало, что это за война такая, и будут уезжать дальше. В общем, государство как бы не заботится, то есть поднимают такую бучу. Рубио выходит, говорит, слушайте, ну пока, конечно, нет, да, пока нет. Но, в принципе, можем перенаправить оружие для Украины на Ближний Восток. Ну и что европейцы деньги дают? Это ж наше оружие. Кому хотим, тому и продаем. Какие-то вот такие очень сумбурные, как и речи Трампа в последнее время, который договорился до того, что наследный принц должен его в задницу целовать, причем так и говорит. Да? Он не думал, что он придется в задницу целовать, но вот до этого уже договорился Трамп. Какие вы видите главные итоги вот этого месяца, вот этого сумасбродного военного решения Трампа? Главные итоги я вижу впереди. Сейчас мы можем только наблюдать начало проявления этих итогов, из чего мы видим, что ну, из самых существенных это, конечно, дефицит топлива в Юго-Восточной Азии. На сегодняшний день, когда мы с вами говорим 28 марта, на Тайване остается энергоресурсов на 10 дней. Вчера было 11. Это важно, потому что в плане перспектив развития мирового глобального конфликта Тайвань, конечно, стоит на очереди у нас. То, что не случилось, 7 факторов, мы с вами их уже определяли, да, то есть не сработали курды, не срослась коалиция, не вступила Европа и НАТО, закончились ракеты ПВО, серьезно очень закончились наступательные вооружения и крылатые ракеты, они прямо уже вообще на исходе. Не упал режим после возникновения волнений гражданских в стране, а наоборот консолидировался. Площадь в Тегеране собрала более 200 тысяч народа, которые поддерживают действующий режим, они сопротивляются ему. Все те, кто мог бы противодействовать режиму, признаны предателями, изменниками Родины, и существует внутренний приказ стрелять на месте без суда и следствия. То есть, этот вариант уже не пройдет. Затем Иран очень грамотно запустил свою шиитскую сеть. В войну подключилась сразу же Хезболла. В войну подключились хуситы йеменские, которые уже объявили, что они поддерживают здесь Иран и могут перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив. Соответственно, это Красное море и Суэцкий канал. У Ирана не закончились ракеты. У Ирана, по данным разведки, как минимум еще 40 тысяч шахедов спрятано. Иран показал 40-тонные ракеты большие. Я смотрел очень много военной аналитики, именно американской. Они любят исследовать спутники. Они там обнаружили километровые поля с подземными шахтами для пусковых установок. Но, в общем, Иран мало того, что не потерял управляемость, и главный просчет был в том, что они недооценили КСИР. Что такое КСИР? КСИР – это оказалась децентрализованная структура, которая действует сама по себе, и неважно, кого убили, как убили. У них очень хорошая связь проводная, наземная, то есть, которую невозможно заглушить ничем. Связь прямо великолепная, потому что мы знаем с вами, да, что на войне без связи
совсем лихо. Мы сейчас видим по украинской войне, которая Илон Маск отключил терминалы Starlink для российской армии и как бы сдача Купянска и все остальное. Это неспроста. То есть связь это очень важно. У Ирана она имеется. Иран действительно готовился к этой войне. Но есть и другой аспект в нем. Если мы посмотрим на то, что сейчас вытворяет Иран, а я имею в виду поражение нефтяной инфраструктуры стран Персидского залива, ну, как бы братских мусульманских стран, но которые находятся в коалиции с США и Израилем, которые подписали Аврамические соглашения, либо предсоглашения, то мы понимаем, что все, что сейчас происходит, в принципе, стратегически выгодно Соединенным Штатам. Даже не самому Трампу. А вот дипстейту, как Соединенным Штатам, как государству, это выгодно. Выгодно почему? Потому что рост цен на энергоносители, рост цен на бензин в первую очередь подставляет Трампа, конечно. Потому что в Америке цена на бензин это очень чувствительный момент, более чувствительный, чем в других странах. Ну, потому что это автомобильная страна, это одноэтажная Америка. Для них это страшно чувствительно. И цена там поднялась. Ну, на $1, где-то, может быть, даже на 2 за галлон. Но, тем не менее, США полностью себя обеспечивают. Странные, из странных вещей вы говорите. Вот странные вещи – это пожары на 2 крупнейших нефтеперерабатывающих заводах США. Это очень странные вещи, как мне кажется. Я понимаю, там украинские беспилотники сожгли Усть-Лугу, да, которая обеспечивает 40% экспорта нефти российской. Это не странное. Да, это в рамках войны. Это как бы легитимная цель. Другой вопрос, почему его не защитили, и почему-то так и 3 дня продолжается, и все с такими же результатами. Это тоже вот из реальных военных и оборонных просчетов. Но что мы видим? США – это глобальная монополия на власть. США – это сверхдержава номер 1 в мире, и она должна такой статус свой сохранить. Но в данный момент получается, что США фактически очень надолго закрывают нефть Персидского залива для рынков. Почему надолго? Ну, потому что понятно, что рано или поздно эта война закончится. Рано или поздно Ормузский пролив будет открыт. И по нему пойдут корабли. И как бы типа все восстановится. Но вопрос-то здесь в другом. В том, что добывающая, транспортирующая инфраструктура, она вся вышла из строя. Я приблизительно знаю по срокам введения наших российских объектов в том же Приморске, в Усть-Луге, Казьмино и так далее. И это длинная стройка. Это годы. Это 3, 4, 5, 6 лет. Если мы будем говорить о газовой инфраструктуре Катара, ну, Катар – это 40% всей доступной на рынке танкерного газа сжиженного, да? Ну, помимо нефти. Этой инфраструктуре никто точно вам сказать не может, какой ущерб нанесен, но то, что она строилась около 5-летки, ее, видимо, 5-летку нужно будет потратить на ее восстановление. То есть, соответственно, дешевого СПГ на рынке в ближайшее время не появится. А если не появится дешевого СПГ, основной удар будет нанесен по странам Азии. Дальше. Очень важно. И это, видимо, самое важное. Это голод. То есть, это программируемый голод, потому что мы понимаем, что Ормузский пролив – это главная магистраль, по которой экспортировались удобрения. И доля этих удобрений на рынке стран Юго-Восточной Азии тоже 30-40%. Понятно, что есть другие экспортеры удобрений, но так или иначе, там любые удобрения, ну, кроме минеральных ископаемых, они будут связаны с переработкой газа. Любые удобрения – это газ. Ну, а, соответственно, газа, наверное, не будет долго. И удобрений этих не будет долго. И, кстати, сейчас начинаются посевные. Сейчас самое время вносить удобрения. Они уже не будут внесены. Это очевидно. Какие-то запасы были. Поэтому перспективы пугают больше, чем сама вот эта война, которая сейчас идет. Нас перспективы пугают гораздо больше. Потому что мы увидим в 2026 году уже мы увидим результаты вот этой войны, которая была сейчас. Теперь, что касается дальнейших планов и как она может развиваться. Вообще, ну да, вот Рубио говорит, что вчера всех заверил, говорит, успокойтесь, это как бы
на недели, а не на месяцы. Трамп дает, помимо своих сумасбродных заявлений, дает отсрочки, говорит, 48 часов не будем уничтожать энергетику Ирана, то есть гражданские, да, ну, то есть не ввергать Иран в каменный век. А потом говорит 5 дней, сейчас вообще срок до 6 апреля, то есть, пожалуйста, давайте. И вот тут же кроется очень интересный момент. Вы так обмолвились, я хотел как бы сразу, чтобы вы пояснили, пока далеко не ушли. Вы говорите, США закрыли Ормузский пролив. Так а чего закрыли? Суда ходят, те, которые Иран разрешает. Плюс они говорят, так давайте разблокируем Ормузский пролив. Кто вызовется, а никто не вызывается. Он говорит, Рубио вчера говорит, мы поможем. То есть давайте, найдите лидера среди себя, кто там хочет, так сказать, чтобы все шло беспрепятственно, а мы подключимся. Но как-то вот странно за вот этот месяц мимикрировала позиция США. С одной стороны, Трамп вчера говорит, что пускай назовут пролив моим именем, а с другой стороны, а что называть твоим именем, раз у вас в планах рассматривается, чтобы кто-то другой повоевал немножко с Ираном и физически держал вот эту зону. В общем, странно шатает по заявлениям Америку. Да нет, не странно, понимаете, лидером быть сложно. Почему сложно быть лидером? Потому что помните, как в мультике Маугли Акелла промахнулся? Для лидера очень большие репутационные издержки, если Трамп объявит во всеуслышание, что он идет на разблокировку Ормузского пролива, и в этот момент вылетит какая-то иранская вундерваффе и поразит какой-нибудь большой американский корабль. А затем поразит второй, а затем поразит и третий. И после этого Трамп, конечно, должен будет объявить победу и сказать, что Ормузский пролив открыт. Но он не будет открыт. И это будет страшная промашка, это будет страшный позор не только для Трампа, а сейчас уже многие государства начинают понимать, что вожак-то ослаб, он уже не тот, наверное. И они только ждут этого момента, потому что тлеющие конфликты территориальные, которые были заложены британской короной, я имею в виду Индия, Пакистан, например, вот эти все вещи. Афганистан, Пакистан, Китай, Индия, Китай, Тайвань, там куча еще других есть мест. Ну, вот, например, есть вопросы у России к Прибалтике, потому что там Калининград, анклав находится. Там много есть каких вопросов. И поэтому ему нельзя проиграть. Поэтому он не может это сделать. Других таких смелых, как оказалось, тоже нет. И я просто понимаю, что вот эта реальная сила и реальная дерзость Ирана, вот эта дерзость, это же кто? Это единственная страна в мире, никто не дерзал никогда. Все считали дерзким Ким Чен Ына с Северной Кореей. Но он свою дерзость в районе Японского моря замыкает, там круг такой обвел, и дальше он не дерзит. А Иран намекает, что у него есть средства, которые могут поразить даже Соединенные Штаты Америки. Он намекает и говорит. Но Иран, помимо намеков и вычерчивания красных, коричневых и других и черных линий, он просто делает. Иран просто делает. И я могу сказать, что если проанализировать с логической точки зрения, то все, что делает Иран, это выгодно США. Еще раз, это выгодно США. Потому что если США является союзником Израиля, а Израиль строит великий Израиль от Ефрата до Нила, или от Нила до Ефрата, то, конечно, все эти государства Персидского залива, они ему там абсолютно не нужны. Это первое. Второе. Израиль сам претендует на все месторождения. Если мы до Ефрата прочертим линию, то мы поймем, что Персидский залив, страны монархии, все газовые нефтяные месторождения будут принадлежать Израилю, если возникнет Великий Израиль. А для того, чтобы они принадлежали ему, эти государства надо ушатать. Собственно, их и ушатают. Я говорю, вот есть прогноз такой, да, что вот эта война в Персидском заливе и неспокойствие продлится минимум 7 лет. Минимум 7 лет. Не, то а есть потом еще... не месяцы, не недели, Нет, а годы. нет. А потом еще 6-7 лет будет восстановление. Прежде чем это все может быть восстановлено, неважно по чьей юрисдикции, то ли Штаты формально захватят пролив и скажут, он у нас в управлении находится, потому что там беспорядки, и мы тут наведем порядок. Это один вариант. Второй вариант. Они могут так сказать, чтобы никто не злился, и навести порядок там для Израиля, а потом передать эти территории в управление Израилю. Это я вам просто говорю о планах.
глобальных, потому что если мы посмотрим, кто вообще качает эту войну и делает, кстати, максимально глупые заявления, просто недостойные даже взрослого человека, это, конечно, министр обороны США или министр войны Хексет, такой странный парень, который буквально перед началом этой войны публикует свое фото с голым торсом и на груди большой Иерусалимский крест. И понятно, что это светлый иллюминат, воин Иерусалима, и это христианский сионист, к которым, собственно, и Трамп относится, и вообще вся верхушка, правящая сейчас в Вашингтоне, это протестантско-сектантские сионисты, которые борются за построение вот того самого третьего храма и Великого Израиля. И в рамках вот этой борьбы, если мы рассмотрим более глубоко, не то, что там Трамп опозорился, он там не ожидал, там, да, он может выглядеть как будто бы он не ожидал и чего-то он там не знал. Но на самом деле то, что сейчас происходит, это именно то, что необходимо Трампу. Поэтому я могу сказать, точно я вам говорю, логически рассуждая, что никакого блицкрига по Ирану дипстейтом и не планировалось. Не было никакой войны за 7 дней. Ну, представьте себе, приходит Трамп и решает вопрос с Ираном за 7 дней. Ну, отбомбился, убили Аятоллу, убили, значит, главного КСИР, убили президента, всех убили, все, режим пал, счастливые протестующие захватили власть, объявили демократию, туда приехал Пехлеви, и, в общем, и все нормально. Разве это цель? Это что за цель? Второй вопрос. Для чего эта цель? Потому что Израиль нервничает и говорит, что Иран нам угрожает. А я вам скажу, Иран абсолютно не угрожает Израилю. И если бы не было этой конфронтации, подпитываемой Соединенными Штатами, то Иран мог бы договориться с Израилем. Просто договориться и жить спокойно. Второе. В Иране нет животного антисемитизма. Потому что иранские евреи чувствуют себя великолепно. Точно так же, как и христиане. Никто их, и армяне, никто их там не угнетает. Никуда они не бегут. А вот где они себя чувствуют плохо? Вот, например, христиане или мусульмане. В Израиле. В Израиле Аляксу закрыли? Закрыли. Храм гроба Господня закрыли, святыню христианскую закрыли. Это где такое видано? Даже в самые жуткие моменты войн, которые велись, никогда в жизни эти святыни не закрывались. Поэтому, еще раз говорю, в рамках концепции... Так, давайте, смотрите, давайте для баланса. Они и стену плача тоже прикрыли. Сейчас там пустота, ветер гуляет. Хотя у них там Песах, кажется, праздник называется. Ну, там никого, ни души. Это операция прикрытия. Это операция прикрытия. Потому что то, что Соединенные Штаты получили удары по своим базам, это операция прикрытия. Тем самым Штаты показывают, ребят, это не клоунада, мы ведем настоящую войну. Посмотрите, они наши базы бомбят. Мы же с вами говорили, еще за месяц до операции американские военнослужащие были выведены. То есть, самые массовые контингенты американских военнослужащих были выведены с военно-воздушных и морских баз, которые находятся в Катаре, в Бахрейне, в Объединенных Арабских Эмиратах и в Саудовской Аравии. Они были все выведены. Кто там остался, там были какие-то дежурные подразделения, которые, как мы уже с вами обсуждали, снимали эти все события с 5 километров. То есть, поднялись на горы, когда летели иранские ракеты и бомбили базу. И я вот знаете, что вам хочу сказать? Что не надо здесь делать из вот этой всей концепции Иран, современный Иран. Не надо из него делать какого-то героя, потому что я могу сказать, что вот эти все ребята, вообще вот политическое масонство как таковое, которое управляет всеми процессами, в том числе войнами, оно присутствует и в Иране. Там они тоже, посмотрите на... Просто загуглите и посмотрите на Меджлис, на иранский парламент. Посмотрите на ирландский... Вот просто загуглите в гугле, как он выглядит, ирландский парламент. Это пирамида. Такая же, как пирамида Хеопса. Абсолютно с теми же пропорциями. Вот. Дальше. Как внутри выглядит ирландский парламент? Иранский парламент. Это как бы стенка с масонскими символами, с циркулями и со всеми прочими атрибутами. То есть, то, что нам показывают с вами, мы можем сколько угодно рассуждать, что Трамп ошибся, Иран дерзкий такой, всех там бьет. А вот сейчас страны залива объединятся против него. И я могу сказать, что мне
мне кажется, что они не являются глупыми людьми. Они, наверное, не глупее нас с вами. Если я понимаю, что монархии залива идут под зачистку, что там будет Сирия, а мы с вами об этом говорили еще в прошлом году, в декабре, что на Ближнем Востоке, в странах залива будет Сирия и Ливия. То есть, там просто уберут правящие элиты, или они сами оттуда свалят с деньгами, но там будут беспорядки. В общем, там будет катастрофа просто. Там будет просто безжизненная пустыня. И возобновить добычу и экспорт в тех прежних объемах, которые были до начала этой войны, не удастся в ближайшие 15 лет. 14-15 лет это восстановить не удастся. Почему? Потому что, если, допустим, предположить, что через год добыча и экспорт углеводородов из Персидского залива будет восстановлен, вопрос, кто бенефициаром будет? Конечно, те же самые монаршие семьи залива. А они-то там не нужны. Понимаете? Идет зачистка под Великий Израиль, под Великий США, неважно подо что. Там не нужны монархии, которые жируют, собирают эти деньги там, и строят свои города будущего. Никакие города будущего там строить не Геннадий, будут. тогда А вообще... если мы... Да-да. Да, если мы сейчас в заливе окунемся, так сказать, да? Смотрите, я бы хотел все-таки поинтересоваться ваше мнение, да, вот узнать по поводу того, а что за игру играет Зеленский. Значит, у него сейчас тур. Саудиты, Эмираты, Катар. Со всеми он подписывает какие-то договоренности о каком-то военно-техническом сотрудничестве. Встречается с военными, которые как бы защищают небо. Там, правда, нашли мужа одной телеведущей, Маши Ефросининой, известной, которая как бы... Где он? Небо защищает. А где воевал? Вот там, на ближневосточных фронтах, понимаете? Ну, это как бы уже детали, это уже такие внутренние вещи. Там, блат, сестра, да, вот как это, как шутили раньше. Смотрите, но он же выдает очень интересную штуку. Точнее, два таких момента, которые мне показались интересными. Он там дает интервью оттуда. Значит, Зеленский, первое, что важно, говорит, я подписал с Эмиратами, с арабами, значит, я подписал нечто, что если вдруг какая-то будет задница по энергоресурсам, по там, 1 000 000 тонн или, короче, какой-то большой объем дизеля, отправиться в Украину. Я от этого заявления просто, ну, как бы немножко диву даюсь. Ёлки-палки. Армузский пролив. Там конь не валялся. А как ты получишь этот дизель? Ну, как-то, наверное, получит. Он говорит, я договорился, а вы, типа, компании, уже там они будут решать с местными компаниями, как нам этот дизель. Но я договорился. Аплодисменты мне. То есть... договоренность. Дальше. Важный момент. За спиной Украины, это прям цитата Зеленского, за спиной Украины кто-то построил 10 заводов в разных уголках мира для дронов-перехватчиков, представляете? Но Украина приходит и торгует, короче, технологией этой. А уже 10 за спиной заводов по миру построено. Ох, непорядок, вот это зрадонька, как кинули, Геннадий. Это вот такие два интересных заявления. Хотя, прежде всего, мы так понимаем, что, ну, опять-таки, Украина говорит, что это фейк, конечно, что в Дубае там ударили, ИКСИР заявил, иранское телевидение, что ударили по складу с украинскими какими-то боеприпасами, дронами-перехватчиками. 21 человек вооруженных сил Украины, которые там находились в Дубае, судьба их неизвестна. Ну, МИД говорит, успокойтесь, это фейк. И Иран уже четко говорит, слушайте, ваши... пункты вот эти защитников от Зеленского, они для нас цели. Как Украина встраивается и почему она встраивается в этот Ближний Восток, в эти монархии, которые, как вы утверждаете, ну, уже фактически приговорены и отправлены на заклание? Ну, я вам могу точно так же утверждать, что и Зеленский также приговорен и отправлен на заклание. Просто... это человек пиара, да, и у него очень классный пиар. У него очень классная студия, которую он снимал, сериалы, художественные фильмы. Я вот смотрел и любил смотреть фильмы Зеленского. Они так с душой сняты, кастинг хороший, очень хорошие актеры. Все великолепно. То есть, этот человек, он про пиар. Давайте подумаем вообще, о чем он сейчас может думать. У Зеленского сейчас ситуация такая. Он прекрасно видит, что происходит на фронтах Ближнего Востока. Он прекрасно видит, куда уходят ракеты. Если уже фактически
фактически там не хватает патриотов, то понятно, что и он их не получит. Всякие С-200, С-300, они уже давно во всем мире закончились. Это не актуальная тема. О ней даже говорить не приходится. Поэтому ему сейчас нужно максимально поднимать свою значимость. Что касается нефти или дистоплива, которое он там получит. Сейчас же какая ситуация? Сейчас выходят танкеры оттуда только российские, иранские, китайские, индийские из залива. Соответственно, Индия вчера было распоряжение о приостановке экспорта топлива. Индия как работала? Она брала дешевую подстанционную российскую нефть, привозила себе, делала из него топливо, и совершенно демократическое, абсолютно неподстанционное дистопливо шло в Евросоюз. Да. Оно вообще к России отношения не имеет. И Индия на этом зарабатывала. Но сейчас настали времена, если вы видите репортажи из Индии, что там творится, да, драки на заправках за бензин. Индия приостановила, ну, я думаю, остановила навсегда экспорт нефтепродуктов. То есть, как раз там на побережье, на западном строились НПЗ, которые были рассчитаны на вот этот экспорт. Индия приостановила, потому что ей не хватает. Там, поэтому Зеленский, откуда он получит какие-то там сотни тысяч, миллионы тонн дистоплива, вообще непонятно. Да? Европа ему уже не даст ничего. Потому что то, что шло сейчас из Европы, ну, понятно, что-то законтрактовано, что-то будет просачиваться в Украине, что-то будет доставаться. Но мы же с вами говорим о чем? Что мы живем в исторический момент. Мы не видим, что будет через 3 недели. А через 3 недели ситуация с топливом будет очень плохая. Тем более, была возможность, как Трамп говорил, там, снять санкции. Он же с Роснефти снял санкции частично. И из Усть-Луги могли бы отправлять эти танкеры Европе. Но он сам этот вопрос закрыл. Кто это сделал? Вы что думаете, что это стратегический гений Зеленского или Сырского? Или кто это придумал? Усть-Лугу разбомбить? Подождите. Британцы, украинцы. Сейчас гуляет версия, что это конкретно по краешку воздушное пространство Польши и балтийских стран. Вот так эти все дроны и шли. Если не с самой Эстонии. Да, они оттуда шли, потому что, ну, как мы видим, 3 и в Латвии, и в Эстонии, кто-то за электростанцию зацепился. Понятно, что шел большой поток дронов. Понятно, что это спецоперация США и Великобритании совместно. Даже не важно, чья. Великобритания или США. Да. Смотрите, что они делают. Они руками Ирана гасят всю добычу и экспортные возможности в Персидском заливе. Руками Украины или как бы через прокси Украину они гасят все экспортные возможности России. Ну, услуга 40% действительно и направление Европа. На самом деле, что они делают? Я вам говорю, кто пострадавший? В первую очередь Юго-Восточная Азия, но не вся, кроме Китая и Индии. А вся остальная Юго-Восточная Азия. И Европа. Вот. Откуда Европа может получить? И что делают Штаты сейчас, когда недостаток топлива на европейском рынке? Они разворачивают свои супертанкеры и отправляют их в Азию. А почему? Потому что там цена выше. Америка это же не Роснефть, понимаете, какой-то вам там, не госкомпания. Это коммерческая структура. Она будет продавать туда, где платят по $147 за одну бочку, а не по 98 или по 100, как там на Нью-Йоркской бирже. Все именно так работает. Я вам просто говорю, что нет никаких шансов, что Европа как-то откуда-то из-под земли достанет. Да, они сейчас распечатали резервы, но это топливо закончится. А когда оно закончится, то, я не знаю, в сторону Украины какие бочки поедут. Там же основное перемещение это была Румыния, основное перемещение это просто железнодорожные цистерны и автоцистерны, которые заправляли украинские АЗС. Даже для народа. Я не говорю про армию. Я даже про армию не говорю. А армия потребляет колоссальное количество дистоплива в сутки. Колоссальное, огромное. Этот объем должен постоянно транспортироваться. Сейчас нет возможности его транспортировать. Понимаете? Я вам вообще давайте такую тайну открою. Секреты вообще мадридского двора. В принципе, сейчас речь идет о том, на самом верху, что в мае будет подписан мир с Украиной. Да, да. Значит, инициатором этого мира является США. А именно администрация Дональда Трампа. Почему? Потому что они понимают, что им надо начинать сухопутную операцию. Будет высадка обязательно. Да? Сейчас туда едут 2000 морских пехотинцев. 10 тысяч еще собирается в США.
отправляться туда, будет операция. И эта операция будет провальная. Эти морские пехотинцы все погибнут. Их всех до единого убьют. Точно так же, как, помните, эта война была между Россией и Украиной за остров Змеиный. Украинцы высадились, их побили, пожгли. Русские высадились, их побили, пожгли. Власть сменилась. 10 раз сменилась. Все плюнули, им надоело. Зачем он нужен, этот Змеиный? Да? Вот на Харке, на острове Харк, будет приблизительно то же самое. Во-первых, иранцы его заминировали. Во-вторых, они заминировали все подходы к нему. В-третьих, это не маленький остров. Там десятки тысяч человек живут. А они еще собираются второй остров брать в Рамузском проливе, где 140 тысяч человек живет. Не получится. Стойте. Давайте тогда сейчас отличная тайна, которую вы раскрыли. Сейчас давайте это обсудим. Но по временному промежутку. Я так понимаю, что мир будет подписан после того, как десантники американские погибнут на острове Харк. Да. Мир будет подписан после того, как американцы потерпят полную неудачу, но это не будет последней битвой. После этого в США будет объявлена мобилизация. И после этого США пойдут и таки высадятся и добьются своего в Иране. Но эта история не про этот месяц, и не про апрель, и не про май. Эта история уже отодвигается туда, на лето. Вот. А хотите, я вам весь план вот этой войны расскажу, да? Эксклюзивно для ваших зрителей. Они же любят. Я тут это эксклюзивно рассказал на одном совершенно закрытом канале. Его нет ни в Ютубе, нигде. А вот для ваших зрителей я скажу. Значит, смотрите. В 25 году на 4chan появляется заметка, где дается план войны. А в феврале пришло уточнение. Так вот, что интересно. Февраль месяц 2026 года. Еще никакой войны в заливе нет. Это 12 февраля. 28 начинается война. И публикуется план некто Роберт. Человек, отличающийся посвящением в большие тайны. Публикует такой план. Итак, первое. Это в феврале опубликовано. Напомню вам, за 2 недели до войны. Израиль нарушает режим прекращения огня и наносит удары по Ирану. Случилось? Случилось. Трамп отвечает взрывом бункеров с помощью бомбардировщиков Б-2 на ядерных объектах Ирана. Случилось? Случилось. Трамп бомбил Б-2? Случилось. Еще раз говорю, это было впервые опубликовано в июне 2025 года. А потом поправки внесли в феврале. Третий план. Иран наносит удары по всем нефтяным месторождениям Персидского залива и базам США, блокирует Ормуз и Баб-эль-Мандеб. Случилось? Баб-эль-Мандеб пока под вопросом, но хуситы уже объявили, что заблокируем. И еще раз вам говорю, это проверяется. Я специально ходил, у меня есть ссылка, я ходил на Wayback архив, на архиве, это в архиве, то есть, чтобы не было, что типа кто-то сейчас там что-то заменил. Нет, в архиве лежит это именно этой датой. Дальше. Следующий пункт. Цены на нефть стремительно растут. Есть уже? Есть. 4-й пункт почти осуществлен. В Африке и странах третьего мира отключается электричество. Пока мы до этого не дожили. Но мы же с вами говорим, что мы живем в исторический момент, это все случится. Следующий пункт. США направляют 3 авианосца в зону конфликта. Направляют. То есть, в данный момент они направляются. Правда, один там на ремонте, но неважно. Извиняюсь. По меньшей мере, 2 из них будут потоплены Ираном, Россией и Китаем, использующим тактику самоубийства. А вот это интересный момент. Потому что пока что воюет Иран против коалиции США и Израиля. А здесь подтаскиваются Россия и Китай. Это интересно. Мы еще до этого не дожили. Это просто тот пункт, который не исполнен. Следующий пункт. США предпринимают попытку морского вторжения. Первая попытка терпит неудачу с массовыми жертвами американских военнослужащих. В США начинаются волнения. Следующий пункт. Вторая попытка увенчалась успехом. Нефтяные месторождения захвачены. Продвижение остановлено. Что после этого начинается? В США поехали тысячи гробов. В США начинается гражданская война. Антивоенный блок захватывает Вашингтон при военной поддержке американской армии. То есть, пока политическое руководство США ведет войну на Ближнем Востоке, американские военные захватывают Капитолий и захватывают Белый дом. Дальше. США раскалываются надвое и уходят с Ближнего Востока. То есть, удачная операция, они высаживаются в Иране, и их продвижение останавливается.
останавливаются, они не доходят до Тегерана. То есть, они высаживаются на берегу, но до Тегерана не доходят. После этого США полностью уходят с Ближнего Востока. Следующий шаг. Раз США ушли, то есть, Акела промахнулся, Турция предает НАТО, присоединяется к альянсу Россия, Иран, Китай и нападает на Израиль. А полемику мы уже с вами, Александр, ну кто, как не вы, который мониторит, вы слышали, да? Слышали то, что Иран говорит, что Эрдоган хуже Гитлера и вообще хуже Аятоллы. А Эрдоган Иран, говорит, не Иран, что Израиль это очень... Израиль, не Иран. Да. Ну, в общем, дальше. Китай вторгается на Тайвань, следующий пункт. И Гуам. Не на Тайвань и на Гуам. Следующий пункт. Северная Корея вторгается в Южную Корею. Япония не в состоянии остановить это нашествие. То есть, Япония, после того, когда гегемон слился, Япония ведет себя прагматично. Итак, Ким Чен Ын вторгается в Южную Корею. Дальше. Индия меняет свою позицию, уходит из британско-американской коалиции. Россия вторгается в Польшу и Прибалтику, включая Калининград. Следующий. Ну, мы и так с вами знаем, что это должно случиться, просто не знаем когда. Здесь написано. Дальше. Европу охватывают беспорядки, голод и гражданские войны. Финляндия и НАТО вторгаются в Россию, захватывают город Санкт-Петербург. Еще один пункт. Дальше. Латинская Америка переходит в союзничество Китая и России. США. В США вторгается с юга. Наступление будет остановлено только в Колорадо. Вторгается Мексика и союз латиноамериканских стран отвоевывать коренные мексиканские земли, к которым относится Южная Калифорния. Но мы с вами знаем, что все южные штаты США – это бывшая территория Мексики. Дальше самое страшное. От 50 до 150 единиц тактического ядерного оружия используется высоко в атмосфере. Значит, что такое ядерное оружие? Ядерное оружие у нас есть. Советское ядерное оружие в виде снарядов 152-миллиметровых с ядерным зарядом. Если ядерное оружие 150 единиц тактического оружия взрывается высоко в атмосфере, то ложится группировка спутниковая. Вся. Причем не только американская, российская, китайская. Спутников больше нет. Дальше. Следующий пункт. Царь-бомба. 2 стратегических ядерных заряда применяются по Европе. Возможно, это крупные города. Париж, Берлин, Лондон. Следующий пункт. Израиль уничтожен полностью. Палестинцы также стерты с лица земли. То есть, Турция начинает наступление на Израиль, Израиль уничтожается. Следующий пункт. Полностью прекращаются авиаперелеты. Повсюду в мире преступность и хаос. Дальше самое страшное. 3 недели ядерных событий. То есть, начинается глобальная ядерная война. Следующий пункт. Начинается фальшивое вторжение инопланетян. То есть, придумывают, что какие-то инопланетяне вторгаются. Дальше Majestic. Ну, если вы слышали, что такое MJ-12, Majestic – это такое тайное правительство. Выпускает синтетических солдат инопланетян. Дальше они охотятся на выживших. Дальше лагеря ФЕМА классифицируют людей на полезных и нежелательных. То есть, возникают фильтрационные лагеря по всему миру, куда принимают людей, потому что им жрать нечего, элементарно. А дальше уже внутри лагеря лишают, кто полезный, ты можешь быть полезен, ты сантехник, ты хороший, а ты кто, пенсионер, ну, значит, эвтаназия тебе. Дальше, 2027 год. К концу года погибает 5 миллиардов человек. Поддельные инопланетяне побеждены с помощью настоящих инопланетян. И последние 3 пункта. Единое мировое правительство под руководством MJ-12 и Организация Объединенных Наций. Купол скалы разрушен, сценарий завершен. Вот такая штука напечатана была в июне 2025 года. И 4,5 пункта из напечатанного уже сбылось. Еще раз говорю, я провел личное расследование. Это не какой-то вброс, не какая-то юморина. Эта штука лежит на Wayback архиве, на канале 4chain. У меня есть ветка, если вам интересно, я вам прям ссылку брошу. Кстати, я делаю эту публикацию у себя на телеграм-канале, приходите и смотрите. И прям там можете попутешествовать. Это не самая интересная информация, это очень краткая, которую я вам дал. Вот Хорошо. такие планы на Третью мировую. Смотрите, окей. Так как в Украине конфликт завершится? Как война кончится? Еще раз говорю, в Украине мае? конфликт завершается таким образом. Во-первых, меня тут тоже в группе в моей закрытой спрашивают, так это, кто победил? Ну, да, вы говорите, в мае закончится конфликт. Кто победил? Я говорю, никто не победил. Для Украины это капитуляция. Ну, почему? Потому что нет границ 91 года, о чем там говорить. Для России это тоже капитуляция.
Ну, то есть, это заключение мира по принуждению, это сделка. Это как Трамп любит deal, to have a deal. Вот это и есть сделка. То есть, будет некая сделка, по которой боевые действия будут прекращены. С Россией будут сняты санкции, ну и так далее и тому подобное. То есть, каждому дадут по ковришке. Да, по какой-то. Но эти военные действия надо прекращать по одной причине. Инициатором будут Соединенные Штаты. Потому что нет топлива, нет боеприпасов. Мы с вами говорим, что Украина располагает нормальным количеством боеприпасов для войны 3-4 месяца, ну, полностью там есть, да? Но Погодите, Украина там не нам располагает... нам рассказывают 2-3 года. Одни говорят 2 года, другие 3. Есть инсайдеры и слив о том, что Буданов, почему они ездили? Ну, вот спрашиваются, на кой была вот крайняя, последняя вот эта встреча, да? Зачем она нужна была? Буданов убеждал, что мы еще 2 года есть и люди, и деньги, и силы, и возможности, поэтому давайте. И тут Стефанишина выходит, комментирует Рубио по поводу перенаправки оружия, говорит, ой, посол Украины, говорит, ну, понятно, заявление опровергает Рубио, что типа все, ну там так сформулировано, она сформулировала, обязательства Соединенных Штатов выполняются. Ну, типа, Европа заплатила за эти оружия уже деньги, поэтому оружие есть, и все будет еще 2-3 года, а не 3-4 месяца. Нет, к сожалению, события с 28 февраля показали, что... И это не мое, это Wall Street Journal. Это просто прямая информация, вы можете поискать. И об этом говорили официальные лица, в том числе конгрессмены американские. Оружия нет, крылатых ракет нет. Ракет средней дальности нет. Систем ПВО нет. Да, Украина может продержаться и 2-3 года при 2 обстоятельствах. Первое. Она снабжается ГСМом. Война – это ГСМ. Это всегда ГСМ. Горюче-смазочные материалы. Второй момент. Украина снабжается ракетами ПВО. Если Украина не снабжается ракетами ПВО, то российские бомбардировщики не взлетают с Энгельса и отстреливаются Х-101 ракетами. Они просто летят над Украиной и фигачат, значит, 3-тонными бомбами. Вопрос, долго так война? 2 года не продлится. Александр, война продлится при наличии текущего обеспечения. При отсутствии текущего обеспечения, то есть Украина теряет ГСМ, не знаю, где она там будет брать, какой 1 000 000 тонн, с какой Аравии, там Аравии уже не будет к тому времени. Второй момент. Украина теряет полностью ракеты для ПВО. Они сейчас колоссально нужны. Оказывается, Иран еще даже не начинал бомбить объекты инфраструктуры Израиля. Иран сейчас занят Ближним Востоком. До Израиля дойдет очередь в свое время. Да? У Израиля должны быть ракеты ПВО, потому что это партнер США. Ракет ПВО нет. Сколько ракет ПВО уничтожается за один залп, вы смотрите сводки, сколько Россия каждый день запускает ракет. 20, 30, иногда 80. Чем мы сбиваем? Мы можем сбить писюном, вот этим, извините меня, противодроновым оружием. Не можем сбить ракету. А только чем мы можем сбить? 3 системами, среди которых Патриот и еще 2 системы ПВО. Ракет нету к ним. И нет ракет. Их сейчас, это просто заявление американского конгрессмена, могут произвести в течение 3-4 лет. Возместить уже тот ущерб. Дальше. Как вы думаете, если США посылают 3000 морских пехотинцев воевать с Ираном, им нужно ПВО или нет? Как они их высадят вообще? Не в рукопашную уже будут воевать, да? Им надо серьезное ПВО, потому что учтите, что Украина это важная стратегическая площадка военная, важная. Но ценность жизни украинского солдата по сравнению с американским стремится к нулю. Если американский солдат выходит на поле боя, он должен быть прикрыт системами ПВО. Значит, ни одна ракета не поедет. А русские радуются и только ждут этого. А почему? Потому что Россия сможет летать на каких-нибудь Ту-195, на Ту-95, и просто бросать бомбы 5-тонные, 10-тонные, какие хотите. А вот если такой уже подход будет, вы смотрите, вот сейчас не могут несчастную эту бурштинскую ГЭС довалить. Уже ее 25-й раз атакуют. Дальше 750 киловольт станции. Посмотрите, сколько их. Винницкая область, Западная Украина. Невозможно ее убить. Ее уже тоже в 100-й раз уже бомбят, да. Очень тяжело маленьким боезарядом беспилотника и маленькой ракеты завалить такой объект. А теперь представьте себе, на объект 750 КВА прилетает 5-тонный ФАБ.
кап управляемый. И что там с него останется? Ничего не останется. Воронка метров 200 в диаметре. Поэтому доводить до этого Штаты не хотят, потому что будет чистый проигрыш Украины. Нет солярки, нет ПВО. Да, оружие там есть, стрелковое оружие есть. Не будет ракет, которые сейчас используются, и Шторм Shadow, и Атакамс, и Насамс. Не будет этих ракет. Их не будет, они не поедут в сторону Украины, точно. И получается, что Россия достигает своих целей. Они этого допустить не хотят. На месте России, если бы я был независимым, диктатором России, я бы в жизни никогда не подписал никакое соглашение. Если я был кровавым диктатором Зеленским, я бы тоже никогда бы не подписал это соглашение. Вы понимаете, да? Это соглашение будет подписано, если оно будет подписано, за какие-то ковришки. Это будет дил, это будет сделка некая. И эта сделка приведет к тому, что война будет остановлена. Вопрос, как надолго? Ну, если Трамп планирует высадить десант в Иране и закончить там операцию за 2-3 недели, при массированной поддержке авиации, ПВО, ракетных ударах, ему нужен сейчас, он собирает оружие для вот этого решающего удара. Вот. Ну, и, конечно, потом можно что-то пошло не так, кто-то нарушил перемирие, провокация под чужим флагом, и война опять возобновилась. Когда у него появилось оружие, появилось дизельное топливо свободное, когда Украина подсобрала резервы, сформировала новые бригады для того, чтобы уже вести правильно боевые действия. Я вот здесь с вами хочу подискутировать. И это очень важно. Давайте предположим, тот план, давайте назовем это типа план масонов, да? Ну, вот это вот. Тайный план на Третью мировую. Христианских сионистов. Ну да, христианских сионистов, да? Этот план вы озвучили. Да? Вот мы сейчас давайте возьмем один кирпичик этой стенки. Это вот завершение войны в мае. Угу. Смотрите, я не христианский сионист, но даже логически подразумевая определенные там недосказанности от того же Буданова, который очень нервничает, а все думают, что он нервничает? Да потому что они там договариваются, а Зеленский все срывает. Он в очередной раз говорит, опять там, уходить из Донбасса, ну, в общем, я не лгу, это Рубио лжет, ну, вот это вот они, перепалка была заочная. Европа, которая там с Рубио ругается по поводу Украины. Но ресурсно и физически ну, это должно закончиться вот сейчас, в разумные сроки. Ну, то есть в разумные. До лета, там, до Дня независимости США, как там говорили. Вот у меня такое впечатление, потому что ну, это одище, то, что происходит, и там все говорят, точка невозврата, точка не... Нет, вот это точка невозврата. Дальше уже все. Ну, то есть, об Украине можно забыть. Если нам там рисуют, что у нас 20 миллионов британцы, наши говорят 25, и начинают считать, а сколько нужно рабочих рук. И получается очень классно, краина мрий, Украина, там, страна мечты Зеленского, когда украинцев заменят на каких-нибудь там мусульман темненьких, да, и они приедут, а украинец пойдет умирать. Ну, то есть, вот такая страна мечты. А с чем это, почему выгодно? Все же должны понимать, что мигрант, он аполитичен, он голосует, если он там как-то имеет право голоса, ему дают это право голоса, только за действующую власть. Он не в контексте. Он работает, получает денежку, живет там как-то, отправляет семье или семью перевозит туда, ну, где работает. То есть это абсолютно другая история, политика другая. И вот это хотят сделать в Украине тоже. У меня вопрос. Я считаю как раз наоборот, что если ты возьмешь эту паузу, и многие же говорят, что будет вторая серия, если сейчас остановиться, то ты потом хрен эту армию соберешь. Не соберешь ты никого. Вот эти доблестные воины света уже сейчас расползаются, то стреляют, то гранаты взрывают, то там, ну, в бандсформированиях, то там, короче, понапиваются, поубивают друг друга, то в СЗЧ, то без СЗЧ, то просто, ну, то есть нет денег. Нет денег, что делать? Надо собирать, сколько ты наскирдовал на этой войне, и валить. Ну, вот только так.
И ты уже потом не соберешь вот эти осколки вот этого всего. И дальше ты уже никакой угрозы не будешь представлять. Будет там какие-то группки, которые, может быть, в случае второй серии, какие-то дрончики позапускают, типа, ну, а-ля Хизбаллы или Хамас. Ну, в понимании, да? Армия, Цахал — это армия, Хизбалла, Хамас — это вот какое-то движение. Вот такие движения, этот риск есть. Я не буду отметать. Но в плане вот такой войны уже не получится, как идет сейчас. Поэтому ее и не хочет заканчивать Зеленский. Александр, понимаете, вы рассуждаете как логик и реалист. Вы реально, правильно вы говорите, если армию сейчас распустить, да после того, что было, да кто ее там вообще соберет? Ну, вы же понимаете, что границу закроют на замки. Но... Так ее прорвут. Когда начнется... Первые побегут пограничники, Геннадий. Нет, конечно, пограничники могут удержать ухилянтов. Но боевых чуваков с боевым опытом и оружием никто не удержит. Пограничники сами первые сбегут. Они первые сбегут, а за ними все остальные. Это все понятно. А давайте с вами еще пофантазируем на такую тему. Вот смотрите, начинается наземная операция в государстве, где 92 миллиона жителей. Вопрос, они куда побегут? Они что, как бы храбрее украинцев? Когда война началась, сколько Украина потеряла? Более 10 миллионов человек убежало. Ну, спасались от войны. Вопрос, а иранцы куда побегут? А давайте на маршруты посмотрим. А вот они туда и побегут. Конечно, они будут стараться бежать в Европу. Они же не в Китай побегут, их туда не пустят просто, да. В Россию, ну, как бы, в Россию им еще нужно пройти Азербайджан, Турцию, Армению и Грузию. Я, кстати, не завидую этим странам. Я вангую, что там будет очень напряженная ситуация. И потом в России их не ждут. Россия — это не та страна, которая даст им тот уровень жизни, который им нужен. Поэтому, конечно, они захотят в Европу. Европе они точно не нужны будут сейчас. Европа-то, конечно, под напором глобалистов всегда принимала мигрантов, но не сейчас. А теперь давайте подумаем. Украина ж прекрасная страна. Рабочих рук не хватает. И по договоренности европейцы и американцы открывают каналы через, значит, Азербайджан, через Армению и Грузию. И открывают каналы. И эти все великолепные беженцы приходят. Уже Украина, в которой нет никакой бомбежки, никакой войны. Война остановлена. Все, в мае мир. И, ну, зато полно квартир, люди поуезжали в Европу, они вряд ли вернутся, да. Они могут пока пожить в этих квартирах временно, да, в оставленных квартирах в Днепре, там, в Харькове, что они там могут нормально перекантоваться. Вот эти вот ребята хорошие, которые беженцы оттуда побегут. Правильно, совершенно верно вы говорите. Еще раз говорю, это моя фантазия, этого нет ни в планах глобалистов, нигде. Но если логически рассудить, то это абсолютно верно. Второй момент. Всем дадут наживку. Ну, то есть, украинскому руководству политическому скажут: ребят, вы же понимаете, смотрите, там война, у нас нет ракет, солярка туда-сюда, давайте сейчас там вы будете укрепляться, там мы вам денег дадим, вы там все, значит, сделаете, потом войну начнем. Правильно вы говорите, никто потом ее и не начнет. Вот. А то, во что собираются превратить Украину, это, ну, как бы вам сказать, совершенно необитаемые земли для нормального славянина, который там жил и привык жить. Он там жить уже не сможет в этом месте. Потому что туда будет заместительная миграция. И, между прочим, эта миграция же будет не только из Ирана. Страны Ближнего Востока, которые лишатся обессаливающих вот этих устройств воды, да, которые лишатся продуктов питания, когда начнется голод в Азии, эти все люди, куда они пойдут? Они пойдут туда, где есть вода. Вы вообще пробовали выжить где-нибудь в Индии или в Арабских Эмиратах в мае без кондиционера? Вот смотрите, как они хорошо это подгадали. Вот в мае, в июне в Эмиратах без кондиционера. Я не знаю, кто выживет. Мне кажется, верблюд в пустыне, ну, наверное, может быть. Но человек вряд ли. Эти достойные люди куда пойдут? Вопрос, а из кого они состоят? Объединенные Арабские Эмираты. 10% местного населения, 90% это иностранные специалисты. Куда они пойдут? В свою Индию в Пакистан обратно вернуться? Да нет, а что они будут в Пакистане делать? Тем более, что там может начаться конфликт. Они все эти прекрасные люди устремятся на север. Да? И если Россия еще пока имеет какую-то организованную структуру армейскую для того, чтобы эту миграцию просто остановить на границе, они их просто остановят.
Они могут дать подкрепить грузинскую армию, грузинских пограничников, чтобы не пустить. То эти прекрасные люди все Черным морем великолепно поедут через Турцию и прямо достигнут Украины. И это будет прекрасное место для них, потому что их там будет ждать с распростертыми объятиями. Ну, Украину надо опять-таки, будет... да, смотрите, это все как в форме определенного прогноза, фантазии, расклада, Фантазии. сценария. У меня важный вопрос к вам. Он очень важный на самом деле. Я смотрел за помпой, как Лукашенко принимал Ким Чен Ын. Помпа, там, песни, пляски, дети, подарки, или как правильно, там, наш подушевно, гостинцы, то есть там это все Лукашенко там и ружье подарил, и кучу продукции своей, и смотрите, мол, продукты наши, вот, они там вообще в Беларуси говорят, что у нас теперь своя нефть, это еда, ну, то есть еда. Потому что кроме там, ну, вы правильно обозначили тему голода, посевная, голод, да, то есть там, в общем, нас ждут вообще тяжелые вещи. И вообще по поводу планов масонов есть вот эта история, что это все закручивается с ограничительными мерами по топливу на страны, ровно для того, чтобы, ну, как конечная точка, понятно, это будет немножко не так, как при ковиде, но это, в принципе, план нового локдауна по всему миру. Ну, потому что, ну, а как ты полетаешь вот так уже дешево на лоукостерах вот это вот, да, на рейсовых туда-сюда по Европке? Нет, керосин, ну, как бы нужен, простите. Это уже не та история. Ну, не суть. Смотрите, и нам показали вот эту вот мишуру. Так а зачем? Ким и Лукашенко. Что Ким и Лукашенко? Ну, нормальный визит союзников, две союзные организации, прокси государства России, союзное государство, и Ким, который является таким же хуситом, как для Ирана хуситы, это китайские хуситы. Ким – это китайский хусит. Да, абсолютно политически близкие китайскому режиму. Китайцы не забыли еще японцам их оккупацию и агрессию. И корейцам не забыли. Ким пойдет разберется с Южной Кореей. А задача у наших с вами политических масонов какая? И вообще у христианских сионистов? Опустить мир в 18 век. Желательно опустить его. В 18 век. Где не было топлива. Ну, были ослы там какие-то, телеги были. Вот в этот мир с телегами не было топлива, не было самолетов. А мы тут с вами читаем вот этот план непонятный. И прекратились авиасообщения. У нас тут все это в плане стоит. И это все в этот план вписывается. Поэтому я сейчас, когда читаю какие-то новости, я понимаю главную тенденцию. У глобалистов есть план. Вот он у меня перед лицом. И если какое-то событие в нее вписывается, то неважно под каким соусом. Я понимаю, что Иран и иранский народ, и офицеры КСИР борются за свободу и независимость своей страны. Да? Точно так же, как украинские офицеры борются за свободу и независимость Украины. Но все вместе они делают именно то, что нужно организаторам всех этих войн. Понимаете? Вот нужно, чтобы Иран бил по государствам залива. Потому что, смотрите, а как американцы, что ли, будут бить? Ну, понятно, что добычу нефти в заливе ее надо опустить. Кто будет это делать? Кто будет делать это? Американцы? Нет. Ну как? Это наши союзники. Тогда все скажут, американцы не уважают своих союзников. Им нельзя верить. А Иран, вероломный Иран, это делает. Поэтому чужими руками они добиваются своих целей. И цели глобальные именно такие. Нас хотят опустить вот в то время. И все, как здесь в плане у меня написано. Фема, лагеря, разделение людей на полезных и неполезных. Ты можешь что-нибудь делать? Ты полезен. Не полезен? Ну, получи прививку какую-нибудь или эвтаназию и иди отсюда, пожалуйста. И главное, Европа. Европа здесь сейчас стоит на карте. То есть, решаются сразу все проблемы. И проблемы Персидского залива с приватизацией нефти. И проблемы США, американской вот этой гегемонии, когда Америка становится слишком дорогой, как гегемон, она потребляет половину ресурсов. А давайте мы им устроим гражданскую войну, а давайте мы сделаем вид, что мексиканцы идут и наступают. Ну, мы же знаем, кто организовывает войны. Войны организовывает тот, кто платит деньги.
С какого лешего, извините меня, что такое Мексика? Это какая-то, значит, производственная база Соединенных Штатов плюс наркокартели. С какого черта наркокартели пошли наступать на Техас? То есть, это кто придумал вообще? Кто такой приказ дал? Новый вот этот вот наркобригадир, который у них там возник? Нет, конечно. Любые войны всегда финансируются централизованно одними и теми же людьми. Война – это очень дорогое мероприятие. Мы с вами знаем, украинская война стоит $1 миллиард в сутки. Это ж где-то их надо брать, кто-то эти деньги дает на эту войну. Поэтому, если вот здесь все описано, то, что здесь описано, это правда, оно точно укладывается в парадигму развития вот этого мирового конфликта и в парадигму опускания. И, кстати, вы там улыбнулись, когда я вам сказал, что единое мировое правительство под руководством J12. Так вы можете, конечно, улыбаться, но мы Нет, это же мы не первый раз. Я улыбнулся, когда фальшивых инопланетян победят настоящие. Слушайте, мы про фальшивых инопланетян говорим уже 3 года. Помните? И были предсказания, что какие-то голограммы будут в небе. И люди поверят, что пришли инопланетяне. Это будет все фальшь. Это все обман. Потом нам покажут яичные документальные съемки. Только если сейчас яишками промышляют блогеры и какие-то непонятные мем-каналы в Телеграме там, или еще где-то, то нам покажет CNBC. Official репортаж. Вот инопланетяне, он идет, здоровается с президентом, или там наоборот убивает президента. Я не знаю, какой там сценарий, я не читал у них синопсисы, что там будет конкретно, но точно нам это собираются показать. Потому что для того, чтобы человек потерял рациональное мышление, первое, что нужно сделать, надо отнять у него электроэнергию, второе, питание, продукты питания, будет голод, и третье, дать ему какую-то муть в виде инопланетян. Ну и все, там уже сознание уже не работает. На этом месте человек выключается и заканчивается его рацио, рациональное мышление. А если человек не может рационально мыслить, ну он раб. Делай с ним что хочешь. Друзья, ознакомиться с планом можно по ссылочке на пост Геннадия М. в Телеграм. Ссылка на этот пост будет в описании к этому видео. Мы обязательно поделимся. То есть, чтобы это не просто было голословно, а чтобы вы тоже почитали, посмотрели, там прям присоединились. ссылка есть. Можно перейти по ссылке и полистать. Да, поэтому переходите, интересуйтесь. Опять-таки, кто-то скажет, ну что это за фантазии, что к чему. А тут недолго осталось, чтобы проверить. Вообще недолго. Совсем недолго. До сухопутной операции США остаются считанные, если не недели, то дни. Скоро уже доедут они туда. Поэтому будем следить и наблюдать за всей ситуацией. Спасибо, что с нами. Геннадий, спасибо за время и мысли. Спасибо вам большое, Александр. До свидания. Берегите себя, друзья. Увидимся. Добра и света. Всего доброго.